Топ-10 историй о современном рабстве. Признайтесь, вы тоже верите в то, что в наше время все люди свободны. Рабство было отменено уже давно без сомнения, а в нашей стране так его и не было вовсе. Разве что было крепостное право. Но это было так давно, что уже никто и не вспомнит. Но сегодня мы с вами рассмотрим рабство современное. Не ожидали? А оно есть. И даже скажу больше, оно нас окружает. Причем постоянно. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Мы сегодня расскажем 10 самых обыкновенных жизненных историй, в которых вы легко сможете узнать себя. Это и будет для вас самым наглядным доказательством рабства. Уже много есть всего, что доказывает силу этой системы. Мы сегодня будем называть ее матрицей. Так удобнее. Но главное, что мы в ней все находимся. Как это ни прискорбно. Поехали. История первая. Кредитные карты. Костя получает 35 тысяч рублей в месяц. А еще у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 120 тысяч рублей. За обслуживание этого кредита Константин ежемесячно платит банкам 20% от своей зарплаты, 7 тысяч. При этом потихоньку выплатить кредит и перестать выплачивать дань ростовщикам Костя не может. Во-первых, его очень крепко держит на крючке такой прием, как минимальный платеж. Если Константин перестанет тратить деньги с кредиток, ему придется в течение нескольких месяцев жить на половину зарплаты, чего он, конечно же, себе позволить не может. Он ведь современный человек. А во-вторых, вокруг столько соблазнов, столько вещей, которые можно купить за деньги, что Константин просто не видит иного выхода, кроме как продолжать год за годом кормить жирующие на его беде банки и иные кредитные организации. При этом есть один забавный факт. Костя давно уже мечтает о своем собственном бизнесе. При этом рентабельность в 30% годовых его бы более чем устроила. Но вот только организовать абсолютно железный гешефт и выплатить банкам долг и начать класть проценты по кредиту себе в карман, Костя не может. Матрица не разрешает. Вторая история. Алкогольная петля. Алексей периодически смотрит в зеркало и думает, что надо бы наконец записаться в тренажерный зал, взбодрить мышцы, ощутить приток крови в теле и убрать пивной животик с помощью гири-гантель. Однако Алеша работает 5 дней в неделю, а после работы выпивает кружку-другую разбавленного этанола. Он совсем не алкоголик. Леха верит, что спирт в малых дозах, если не полезен, то хотя бы не особо вреден. Однако работа и алкоголь так хорошо организуют его время, что взять и записаться в тренажерный зал ему просто некогда. Да и сил после трудовых подвигов на спорт уже не остается. Острых причин менять ритм своей жизни у Алексея нет. Жизнь удалась, а то, что Леша выглядит на 15 лет старше своего возраста и все время чувствует себя слегка паршиво, так это жизнь такая. Матрица держит Алексея стальной хваткой. Шансов сорвать со своего горла ее пальцы у Лехи, прямо скажем, нет. Третья история. Реклама. Алена курит Мальборо, пьет Кока-Колу, жрет в 3 горла гамбургеры в Макдональдсе и жует Стиморол. От нее всегда пахнет Дольче энд Габбана, а свой iPhone она носит в сумке от Луи Виттон. При этом Алена абсолютно уверена, будто реклама на нее никак не влияет, а пустой кошелек и больной желудок – это ее собственный выбор. А в это время хищные и хитрые лица с телеэкранов хором поддерживают Алену в ее наивном заблуждении. Мол, ты свободный человек, Аленушка, ты красивая и умная, а главное, самостоятельная женщина, ты сама всегда абсолютно добровольно и независимо выбираешь, кому из нас ты покорно отнесешь очередную свою зарплату. История четвертая. Автомобили. Николай любит автомобили. Раньше он ездил на общественном транспорте, а потом скопил денег на «Жигули». Но это было давно. Сейчас он уже перемещается на взятом в кредит Mitsubishi. Денег у него в обрез, и часто приходится экономить на самом главном, типа врачей или отпуска. Но жизни без своей ласточки Коля уже не представляет. Ему надо регулярно отдавать кредит за машину, расплачиваться за втюханное дилером дополнительное оборудование и очень дорогую страховку. И еще ему надо решать кучу мелких проблем с парковками, с заменой расходников, с царапинами и с гарантийным ремонтом. Ему надо раз в сезон менять резину и 3 раза в неделю заливать себе полный бак. Без бензина ведь машина не едет. Коля в принципе не жалуется. Он мужчина самодостаточный и уже привык. Это нормально. Каждый отдельный денежный впрыск в авто вполне посилен. Вот только если бы Николай более тщательно подсчитал стоимость владения своим сокровищем, он бы выяснил, что четырехколесный друг каждый месяц пожирает треть его зарплаты и половину его свободного времени. Мог бы Коля купить себе вместо этого дорогого агрегата старую добрую Ладу Зубила, чтобы не заморачиваться вообще ни с каско, ни царапинами, ржавчиной, ни дорогими запчастями. Чтобы мог бросать машину где угодно и чтобы ремонтироваться за более низкие суммы в хорошем сервисе рядом с домом в гаражах,
без бумажной волокиты и без очередей. Ну, конечно, мог бы. Но если вы скажете ему, что он выбрал себе машину не по уровню, Коля даже не будет посылать вас далеко с вашими советами. Он просто сделает удивленные глаза и покрутит пальцем у виска. Вы просто ничегошеньки в жизни не понимаете. На пятом месте среди наших историй недосып. Нина спит по 5 часов в день. Иногда по 4 часа. Проснулась, жахнула кофе и давай суетиться до самой ночи. Какая-нибудь другая девушка на ее месте уже давно бы задумалась о том, что как-то не совсем правильно живет. Но Нина уже много лет не высыпается, а думать она уже давно отучилась. Когда у Нины выпадают свободные полчаса, она наливает себе очередную чашку какой-нибудь бодрящей дряни и садится тупить. Втыкает в интернет, смотрит телевизор или просто глядит осоловевшими глазами в стену и гоняет по кругу бессмысленность. Со стороны может показаться, будто выйти из этого замкнутого и порочного круга очень легко. Ведь надо просто взять себе за правило нырять под одеяло ровно в 12 ночи. Это, к примеру, для Нины. Пара недель хорошего полноценного 8-часового сна, и Нину будет просто не узнать. Она станет доброй и спокойной, перестанет тявкать на людей без повода и начнет все успевать. Но, для того, чтобы в ритме вальса переделать все дела к 11 вечера, надо совершить над собой очень большое волевое усилие. А на такое усилие сонная Нина, увы, не способна. Невыспавшаяся Нина будет каждый день тратить по несколько часов на разного рода ерунду. Из-за этих потерянных часов Нина и будет ежедневно ложиться не в 12, а в 2. А в 8 утра, хочешь или не хочешь, ей просто придется, не выспавшейся, вставать и чесать на работу. Где уж при такой жизни задумываться о какой-то там смене деятельности и больших деньгах. Это так, мечты. А Нина как белка в колесе, и ситуация здесь безвыходная. Шестая история. Нытье. Сергей постоянно рассказывает своим знакомым истории, и одну краше другой. И все эти истории про кризис, про политику, митинги. При этом Сергей вечно на взводе, у него постоянно кто-то неправ. То гаишник, то всенародно избранный президент, то начальник. Козлы у него, впрочем, все. Конечно, мы живем в свободной стране, и Серега имеет полное право в кругу близких обкладывать гениталиями кого угодно. Но ведь Сережа постоянно страдает из-за чужих проблем. Эта привычка лезть в чужие дела регулярно заставляет его чувствовать гнетущее бессилие и осознавать, что где-то что-то очень плохо, а он изменить ничего не может. Если бы Сергею кто-нибудь пояснил, что наш мир устроен несправедливо и что единственный способ сделать его лучше – начать с самого себя, он, наверное, давно бы уже был на какой-нибудь руководящей должности. Мозги и руки у Сергея на месте, энергия так и прет. Вот только Сережа, к большому сожалению, предпочитает тратить свою огромную энергию не на созидательную деятельность, а на обличение и наказание других людей. Сам себя Сергей считает хорошо приспособленным к жизни человеком. Он умеет стоять на своем и качественно скандалить, и может даже при случае дать в морду. Вот такой вот мужик. А вот друзья же смотрят на Серегу с плохо скрываемой жалостью, так как Сергей постоянно вляпывается в скандалы на ровном месте, в драки, а иногда даже в какие-то нелепые суды. История под номером 7. Мелкие расходы. Дмитрий работает сантехником по вызову. Там 1000, здесь 2, там 500 рублей. В целом должен был бы получаться очень даже неплохой заработок. Однако в кошельке у Димы очень редко скапливаются заметные суммы, он почти всегда без денег. Почему? Потому что Дима как зарабатывает деньги, так их и тратит, не считая. 500 рублей на такси до дома, 1000 рублей на обед в ресторане. Вроде как работаешь и работаешь, а денег нет и нет. Если бы Дмитрий завел себе блокнот и начал туда записывать все доходы и расходы, у него бы от ужаса оставшиеся волосы на затылке зашевелились. Он бы увидел, что поесть в ресторане – это не жалкая 1000 за раз, как он думал, а 50 тысяч в месяц и целых 600 тысяч в год. Дима бы сразу увидел, что такси – это удобно и комфортно, но 2 месяца перемещений на общественном транспорте позволит ему купить новый компьютер, о котором он уже 3 года мечтает. Однако, как и положено нормальному рабу матрицы, считать деньги Дмитрий не считает нужным. История 8. Дорогие вещи. Андрей, в общем, не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Точнее, он вообще не богат. Скажем прямо, Андрюха нищеброд, и денег у него постоянно не хватает даже на чашку дымящегося кофе из автомата. Однако отказывать себе, говоря, что что-то для него слишком дорого, он попросту не умеет. Из-за этого он постоянно покупает себе вещи, при виде которых даже у гораздо более богатого человека в горле пересыхает и немедленно смыкаются холодные зеленые жабьи лапки. Кожаная куртка ценой в 2 месячных оклада. Он не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И по барабану, что в размерах и фасонах наш Эндрю не разбирается, из-за чего выглядит в этой куртке как родной дедушка скупщика краденого. Ноут последние модели за 90 тысяч рублей. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
Проще ведь взять кредит под безумные проценты и потом 2 года ездить зайцем на метро и питаться овсяной кашей с солью, но зато у него на столе будет пылиться красивый ноутбук. Спрашивается, и чего бы Андрею не быть немного скромнее и не покупать себе вещи чуть-чуть похуже, но в 10 раз дешевле? А все на самом деле очень просто. Андрюха ленится потратить пару часов времени, чтобы сравнить цены и характеристики, чтобы просчитать плюсы и минусы покупки. Ему гораздо проще рубануть по воздуху рукой со словами «я решил, я покупаю». Кроме того, несмотря на заклеенные изолентой очки и дырявые ботинки, Андрей почему-то стесняется сообщать продавцам, что он нищеброд. А ведь скольких проблем можно было бы избежать. 9-я история. Дни рождения и свадьбы. Олечка выходит замуж. Олечка работает помощником менеджера, а ее избранник – младшим инженером технической поддержки. Весь бюджет свежесозданной семьи составляет 40 тысяч рублей в месяц. А вот бюджет свадьбы – 500 тысяч. Почему бы Оле просто не расписаться тихо в ЗАГСе и не поехать отмечать обмен кольцами вдвоем с супругом в какой-нибудь тихий уголок? Зачем ей эти позорные конкурсы, этот тамада и толпа пьяных родственников? Ну вот зачем надо залезать в долги, кормить и поить людей, которые вполне в состоянии поесть и выпить за свой счет? Зачем разорять родителей? Оля ведь далеко не глупа и понимает, что если она не будет устраивать пиршество, никто на это и внимания не обратит, пожмут плечами и забудут на следующий день. Всем ведь действительно до фонаря. Но причин спускать в никуда годовой доход семьи у Олечки две. Во-первых, так ей приказывает матрица в лице наших обычаев и традиций. Согласитесь, так положено и годами эти традиции чтились и соблюдались. А во-вторых, Ольге хочется покрасоваться в белом платье, и она считает, что год работы 2 человек вполне нормальная цена за несколько свадебных фото. Как говорится, не обеднеем, один раз живем. Конечно, заступники наивной девушки могли бы сейчас сказать, что свадьба бывает раз в жизни. Но ведь есть еще дни рождения, отмечание Нового года, похороны. Сколько все же денег Оля будет спускать ежегодно на эти посиделки? История 10. Ремонт. Анатолий считает, что квартиры в России слишком дорогие. Один бог знает, каких усилий ему и его семье стоила эта новая двухкомнатная квартира. Теперь Анатолий делает в квартире ремонт. Возьмем, к примеру, кухню. Ведь можно же просто пойти в строительный магазин и купить там смиренно самую дешевую кухню, тысяч так за 20 рублей. За эти деньги Толя получит несколько убогих шкафчиков из ЛДСП, пусть безо всяких претензий на модный дизайн, но все же умеющих хранить внутри себя тарелки, вилки и кастрюли. Можно пойти к шведам в IKEA и выбрать себе уже что-нибудь поприличнее, тысяч так за 50. Качество, конечно, будет не самое лучшее, но если найти грамотного сборщика, который потратит несколько дней на доводку изделий прижимистых шведов до ума, то получится очень даже симпатично. Можно навестить какую-нибудь мебельную фабрику и выбрать из каталога кухню под заказ. Это будет уже 1200, но зато друзья и подруги будут одобрительно цокать языками при виде подсветки внутри шкафчиков и карниза над пылесборными полочками. Можно еще зайти в салон итальянской мебели и податься обаянию буржуазии. Там цены на кухне начинаются где-то от 1 миллиона, но если немного повезет, можно будет отхватить что-нибудь из старой коллекции с огромной скидкой. Ну, про Италию. Это, конечно, был сарказм. А теперь внимание. Вопрос. Какого болта Анатолий при всем богатстве выбора купил кухню за 800 тысяч рублей? Это же годовая зарплата. При этом никаких накоплений в семье не намечается, им и так пришлось брать в долг, чтобы поскорее завершить ремонт. Нет, ну я понимаю, кухня, это важно, кухня, это надолго, Италия, это качество. Но если Толя не мог никак повлиять на цену квартиры, то вот хотя бы цена ремонта была в его власти. Вот серьезно, если бы Толя потратил на ремонт не 2 миллиона, а 200 тысяч рублей, что, сэкономленные 3 года работы не окупили бы ему моральных страданий от вида недорогой плитки и не самого толстого ламината? Думаю, да. Но Толя сегодня шикует. Вот так вот бывает. И скажем даже больше, такие вещи происходят постоянно с нашими родными и близкими. А иногда и с нами. Давайте что ли как-то меняться будем. Узнали себя? Напишите в комментариях свое мнение, а мы в свою очередь благодарим. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!